В лесу мало кому захотелось бы жить, но есть люди, которые жертвуют некоторыми благами для охраны природы. Так и сейчас посреди обширного хвойного леса жил лесник Алексей. Утром он отправился на обход, пройдя несколько километров, он увидел следы животных и тут же услышал жалобный вой. Лесник сразу же двинулся в ту сторону. Через какое-то время он вышел на лесную поляну. Там была волчица, она выла и металась, но почему-то стояла на месте. Подойдя ближе, Алексей увидел, что лапа волчицы застряла в капкане. Видимо, здесь поработали браконьеры. Алексей решил помочь животному, но стоило ему приблизиться, волчица сразу же начала рычать и клацать зубами, шерсть на ее спине встала дыбом. Она начала яростно дергать лапу, пытаясь освободиться и убежать, но сил у нее не оставалось, кровь уже потихоньку текла из пробитой лапы. Алексей замер, и она чуть-чуть успокоилась. Вокруг были маленькие следы, скорее всего в это время у волчицы уже появились детеныши, но рядом их не было. Алексей осмотрелся, из-за кустов на него смотрели серенькие мордашки. Понятно, за кого переживала мама-хищница. Стоило ему отвернуться, волчата уже бежали вглубь леса. Лесник опустил руки, осторожно сел на корточки и стал подходить к волчице. Она уже не реагировала, к тому моменту волчица уже потеряла сознание. Одной рукой придерживая лапу, он попытался разжать коварный капкан, но тот не открылся, видимо, когда волчица дергала лапой, его заклинило. Ухватившись за капкан обеими руками и полностью открыв себя для возможного укуса, он с силой раскрыл капкан. Животное пришло в сознание от резкой боли и укусило лесника за руку. Благо это был не сильный укус, скорее, как играющий щенок, она прижала его зубами, но тут же отпустила и снова потеряла сознание. У лесника был с собой брезент, на случай, если он вдруг застрянет в лесу. Алексей погрузил волчицу на брезент и потащил к дому. Он находился недалеко, но, тащив за собой животное, идти было тяжело. Волчица была в плохом состоянии, вся замерзшая и с окровавленной лапой, но перелома вроде не было. Мужчина, обработав и забинтовав лапу, оставил ее дома до тех пор, пока она не представляла угрозы. Нужно было сохранить жизнь и лапу волчицы. Постепенно она начала приходить в себя и снова зарычала. Алексей аккуратно, чтобы та его снова не цапнула, отвел волчицу в вольер, постелил плед и поставил миску с водой. Теперь нужно было спасти детенышей. Малыши должны быть где-то рядом, волчица обычно не отпускает их далеко. Он вернулся на место, где нашел волчицу, все осмотрел и, наконец, наткнулся на маленькие следы. Идя по ним, он вышел к довольно укромному местечку, теперь их нужно было как-нибудь выманить. Алексей положил рядом мясо, хоть они его и не ели, но знали, что рядом с мясом может быть мама. Первый волчонок вышел. Он, видимо, уже проголодался и не мог ждать маму, следом за ним начали выходить и остальные. Мужчина аккуратно посадил их в мешок и на всякий случай проверил, чтобы никто не остался в убежище. Все 4 волчат были на месте, и лесник отправился к дому. Когда он вошел во двор, волчата запищали, и Алексей осторожно их высадил. Волчица услышала писк детенышей и привстала, из глаз сурового хищника катились слезы. На лесника агрессии не было, но он все-таки решил зайти в дом и подглядывать оттуда. Волчата понеслись к маме, а она их узнала, и они жадно накинулись на молоко. Радости Алексея не было предела. Они некоторое время были там, волчица постепенно поправлялась, мужчина лишь приносил мясо и воду. Дверь на свободу всегда была открыта. Волчица начала ходить и через несколько дней собрала детенышей, и они пошли в лес. Мужчина вышел посмотреть на удаляющуюся семью. Волчица остановилась и обернулась, в ее глазах читалась бесконечная благодарность. Спустя несколько лет Алексей все так же находился на своем посту, но ему не приходилось больше встречать спасенную им лесную семью. Как обычно, он отправился на обход, в зимнем лесу стояла умиротворяющая тишина, только гул ветра разбавлял лес. По пути ему стали попадаться волчьи следы, около 2-3 животных,
достаточно крупных. Следы петляли на достаточном расстоянии друг от друга, но у небольшой горки они начали тянуться в одно место. Немного спустившись вниз, удерживаясь за небольшие деревья, Алексей увидел тушу оленя, его уже пожевали и раны были свежие. Нужно было уходить, пока волки не вернулись на свой обед и не закусили лесником. Он начал взбираться в горку и услышал тройной рык, его окружили. 3 здоровых хищника осторожно двигались к нему, рыча и вздыбившись, они решили, что он хочет отнять их пищу. Пока они не бросались, лишь кружили вокруг, ожидая какого-нибудь сигнала, резкого движения. Алексей не знал, что делать, волки начали подходить ближе и уже хотели накинуться, тогда мужчина достал шашку, она заискрилась, и он начал ходить с ней по кругу. Животные испугались, не понимая, что это такое, но надолго Алексея это не спасло. Волки привыкли, и один из них прыгнул на мужчину и вцепился в руку. Мужчина вовремя закрыл шею, пытаясь скинуть животное. И тут он услышал кучу приближающихся и рычащих волков. Сердце на мгновение остановилось, это точно конец. Но в этот же момент прибежавший волк скинул сородича с человека. 5 волков встали вокруг него непробиваемой стеной. Началась бойня, и мужчина смог выбраться из ловушки. Он бежал изо всех сил, а за ним бросился заметивший его побег волк. Вдруг сзади раздался вой и рык, Алексей обернулся посмотреть, 2 волка вцепились друг в друга. Долго он не задерживался, и на одном дыхании добежал до дома. Этим вечером из окна он увидел группу из 5 волков, во главе была уже старая волчица. Они встали недалеко от дома. Мужчина вышел на крыльцо. Волки были помяты, но никаких сильных повреждений не было видно. Только сейчас он понял, что это та самая лесная семья. Волчица и ее подросшие дети. Они спасли его, отплатив за когда-то подаренную им жизнь. Слезы текли по щекам лесника, а волки, попрощавшись с ним взглядом, снова ушли, так же, как и Алексей, охранять их лесной дом. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.